Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Пресс-служба организации сообщает печальные новости о общественном деятеле и российской балерине Анастасии Волочковой. В последнее время Анастасию Юрьевну Волочкову преследует несчастье. 48-летняя артистка постоянно находится в поисках личного счастья. Однако все ее попытки устроить семейную жизнь заканчиваются неудачей. Ну а последняя попытка построить семейное счастье и вовсе закончилась трагическим финалом. Только за последние полгода Анастасию Волочкову связывали романтические отношения с несколькими известными мужчинами: чемпионом мира по фитнесу Сергеем Королевым, известным московским кондитером Игорем Сергеевым и даже чемпионом-культуристом из страны Марокко Фудзияма Каруба. Однако все ее попытки оказались безуспешны, но 2 недели назад стало известно, что Анастасия Юрьевна Волочкова вновь встретила новую любовь. Предметом ее интереса стал известный голландский футболист Джонни Тортилла. Возможно, все бы было хорошо, если бы не трагическое событие, которое произошло 2 дня назад в стране Монако. Российская балерина Анастасия Юрьевна Волочкова, ее двоюродная сестра Екатерина и бывшая телеведущая проекта «Дома-2» Ольга Бузова в компании известных мужчин, московского ресторатора Бориса Грачева, голландского футболиста Джонни Тортилла и 60-летнего израильского бизнесмена Хануси Баями отправились в морское путешествие на яхте. 20-метровая яхта израильского бизнесмена бороздила Лигурийское море 2 дня, а на 3-й день произошло чрезвычайное событие. На море случилось волнение, с яхты поступил сигнал СОС, и к месту происшествия был вызван полицейский катер. По словам двоюродной сестры Анастасии Юрьевны Волочковой Екатериной, прошлой ночью на яхте произошло непредвиденное событие. Между Ольгой Бузовой и Анастасией Волочковой произошел конфликт по причине того, что они были обе влюблены в голландского футболиста Джонни Тортилла. Возможно, все бы закончилось словесным конфликтом, если бы не трагическое происшествие, которое случилось прошлой ночью. С яхты бесследно пропала Анастасия Волочкова. На данный момент рассматриваются 3 версии происшествия. Версия первая: Анастасия Юрьевна употребляла спиртные напитки и мог произойти несчастный случай. Версия вторая: с яхты пропал спасательный катер. Возможно, Анастасия Волочкова уплыла в неизвестном направлении. Ну и версия третья – это конфликт между Ольгой Бузовой и Анастасией Юрьевной Волочковой. Что случилось на самом деле, до сих пор неизвестно. Как сообщают зарубежные СМИ, на данный момент ведутся спасательные работы, а Ольга Бузова дает показания в полиции страны Монако. Полиция собирается выяснить истинную причину трагедии. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Благодаря эффективной работе антикоррупционного комитета у инагента и бывшего артиста программы Comedy Club Семена Слепакова был арестован и конфискован кораблестроительный завод в городе Мурманске. Точная причина конфискации и ареста пока неизвестна, однако, как заявил глава организации Никита Сергеевич Михалков, инагент не имеет права вести свой бизнес на территории Российской Федерации. К сожалению, несчастье произошло у члена антикоррупционного комитета и известной советской и российской актрисы Светланы Немоляевой. У Светланы Немоляевой пропала 30-летняя внучка.
30-летняя российская актриса Елена Никольская участвовала в съемках нового сериала в Башкирии в районе курорта Павловка. Однако съемочная группа уже 3 дня подряд не выходит на связь. В эти дни проходят Дни памяти известной советской и российской актрисы, народной артистки России Любови Соколовой. Любови Сергеевне Соколовой могло бы исполниться 103 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.